Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о семье юмориста Евгения Петросяна и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Трагически закончилась туристическая поездка Евгения Вагановича Петросяна, его молодой супруги Татьяны Брухуновой и сына Вагана на Бермудские острова. Совсем недавно Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отметили 5 лет совместной жизни, и в честь юбилея Евгений Ваганович подарил своей супруге и своей семье невероятное путешествие. Однако поездка на Бермудские острова закончилась весьма печально. По данным прессы, в день трагедии Евгению Вагановичу не здоровилось, и он вместе с супругой остался в гостиничном номере, а няня вместе с сыном Евгения Вагановича, Ваганом-младшим, отправились к берегу Атлантического океана, чтобы прокатиться на катамаране. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает, что катамаран перевернулся по неизвестной причине. 38-летняя няня утонула, а сын Евгения Петросяна Ваган в результате трагедии ударился головой о прибрежные камни и сейчас находится в критическом состоянии. Ну а буквально несколько минут назад стало известно, что он впал в состояние комы. Семейная чета Евгений Петросян и Татьяна Брухунова пока никак не комментировали данное происшествие. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Команда Никиты Михалкова написала третью жалобу в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованием проверить генерального директора Первого канала телевидения Константина Эрнста в причастности смерти известного журналиста Влада Листьева. В дело о смерти Влада Листьева появились новые неопровержимые доказательства виновности Константина Эрнста. Печальная новость из рядов антикоррупционного комитета. Известному актеру Максиму Дрозду, пострадавшему несколько дней назад, стало хуже. На данный момент он находится в реанимации. Напомним, что Максим Дрозд при проверке ночного клуба несколько дней назад получил 12 ножевых ранений. Французская пресса сообщает чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром в Париже под стражу был взят известный актер Жерар Депардье по обвинению в сексуальном насилии. На данный момент известный артист находится в полицейском участке. И вновь, к сожалению, печальная новость теперь уже из России. Неудачную операцию по удалению злокачественной опухоли провели сыну Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте Дэне Байсарову. Молодой человек, который уже более полугода находится на волоске от смерти, вновь впал в кому и находится в критическом состоянии. К слову сказать, что Дэни Байсаров стал спасителем своей родной сестры. Он стал донором для нее и отдал ей свою почку. Это произошло еще более года назад. Однако после этого у молодого человека начались серьезные проблемы со здоровьем. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.